А нам же не обязательно внедрять воспоминания именно в его тело. Может, тогда используем сломанных? Я кое-что знаю о перепрограммировании автоматонов. Сейчас, почти готово. Все, готово. Папа, интересно, что произойдет быстрее? Дженна увидит, что ее родители это забагованные автоматоны? Или же я, наконец, возьму ноутбук, возьму провод, украду Дилана и перепишу его чертову память? Да, интуиция подсказывает, что одно из этих событий произойдет уже либо сейчас, либо прямо сейчас. Иначе мои догадки полный отстой. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы готовы действовать. Нет, не так. Я готов действовать. Все эти планы Шерон, информация Ричарда, далекая деревушка с забагованными автоматонами и тем более родителями Дженны, это, конечно, нагнетает, раскрывает, но... Чё насчет Дилана? Алло, про него что, забыли? Давайте так, буду честен, если сегодня мне дадут хоть малейший намек на то, что лично я могу действовать, я беру и действую. На всякий случай проверяем. Кабель есть, ноутбук есть, электрогрелка заряжена, автоотмычки нету автоотмычки, есть только обычные, но этого пока достаточно. И телефон, ну-ка, заряжен. Фух, ну это такая, знаете, полная боевая готовность. Всем привет, ребят. Чё, как дела, Карл? О, привет, Ло, доброе утро. Ой, ты вчера так поздно вернулся, так поздно. Я уже даже начал переживать, что что-то случилось. Но чат меня успокоил. Знаешь, я думаю, я все еще переживаю из-за Дилана, который до сих пор мне ничего не написал, прикинь. Наверное, поэтому я слишком сильно испугался, когда ты не пришел вчера вечером. Ой, блин. Ладно, хорошо, что сейчас все хорошо. Ох, Карл, ну что я могу тебе сказать? Я был в автоматонской деревне. Нормально? На самом деле, кстати, Карл это реально тот персонаж, который вспоминает Дилана чаще, чем даже Шерон. Как же мне хочется, чтобы мы Дилана уже спасли. Или хотя бы попытались спасти. Да, Чет? Доброе. Привет, Ло, привет. А тебе повезло, что я вчера успокоил Карла, когда он забеспокоился о твоем отсутствии. А то пришлось бы тебе весь вечер отвечать на его сообщения. Ты только, Ло, в следующий раз Карлу сам напиши, а? Я не смогу его вечно останавливать. Давай, думай об этом. Да, ладно, спасибо тебе, Чет. Слушайте, это тот самый персонаж, которого не просят, но он всегда поможет. В этом весь Чет. Ну и, конечно же, Энди, наше некое чеховское сюжетное ружье, которое непонятно зачем здесь сидит. Блин, чел, вы такие назойливые, а? Я попросил управляющего переселить меня в более спокойный блок. Но, видимо, других свободных мест нет. И меняться со мной тоже никто не захотел. Те, оно и неудивительно. Вы кого угодно достанете. Все, отвали от меня. Ну, да, в целом, про Энди я ничего не могу сказать. За сколько уже серий? 10? По-моему, более 10 серий он здесь. И реально вообще непонятно зачем. Но, кстати, у меня имеются сообщения, которые, наверное, кто-то написал. Нет? Ну ладно, а теперь давайте к более крутым новостям. Дело в том, что я до этой серии фигней не страдал. Я работал. И встречайте! Нифига себе. Вот это тайминги. То есть я имел в виду, встречайте, не Шерон, а полноценная ферма пшеницы. Здесь я могу добывать, и здесь я могу копить опыт. Я эту ферму, наверное, сделаю потом еще больше. Наверное, расширю влево, вправо. И я реально буду копить так много, что даже задание мне уже не понадобится. Так, ладно, Шерон печатает. Эй, Лолошка, привет. Возьми сегодня ноут Дилана с собой. Чего? Да, то есть, конечно. Супер. Встретимся. Так, а вот это уже интересно. Ну, ноутбук я таскаю с собой уже сколько? Серии 5? Поэтому окей, возьму. А я как раз собирался действовать. Так, ладно, давайте продолжим про опыт. Смотрите, прямо сейчас у меня 537. Проверим, сколько дает одна пшеница. Бам! И в итоге 542. То есть одна пшеница это 5 опыта. То есть за каждые 200 пшеницы я буду получать по 1000 опыта. Здесь у меня, ну... наверное, 200 с чем-то пшеницы есть. Я хочу, чтобы было примерно 1000 пшеницы. Добывается очень просто. Берем мотыгу и бам!
Все, плюс 9 пшеницы и плюс дофига опыта. То есть, если у меня будет примерно огромное поле на 1000 пшеницы, я буду добывать за раз 5000 опыта. Да, мне это надо. А пока, наверное, давай вернемся домой. Сколько времени? 7:58. Так, Дилан, может, у тебя что-то еще есть? Здесь пусто, здесь пусто. Так, какие-то сундуки, что-то обязательно проверить. Рюкзак не нажимается. А, Карл уже идет, погоди, Карл. Ну, вроде бы я все проверил. Привет. Так. Привет, суматошный. Ты идти ты готов? Да, Карл. Только я обилку забыл покормить. О, ну раз готов, то замечательно. Давай, пойдем. Сейчас, погоди, обилка. Так, обилка, вот возьми. А, черт! Ладно, потом покормлю. Эй, слушайте, ребят, у меня, если что, сегодня будет много работы. А у тебя разве не всегда много работы, Карл? Ну, нет, Чет, сегодня будет еще больше. Дженна вчера не заполнила часть документов для ежегодных медосмотров. Меня попросили вот подменить ее. Дженна, которая что-то не сделала? Даже как-то не похоже на нее. Из того, что я о ней слышал, она успевает все и буквально везде. Да, честно говоря, я тоже не понимаю, что произошло. Обычно она куда ответственнее. Эй, Ло, слушай, а вы там не друзья с Дженной же вроде, да? Не знаешь, что у нее произошло? А вам-то какая разница? Вы о ней слышали, дай бог, наверное, раза 2 за весь сезон. Она поехала к семье. А, ясно. Ну, будем надеяться, что она больше не будет скидывать свою работу на Карла. Ладно, все, давайте не будем говорить о ее жизни. Это не наше дело. Пойдемте лучше на пары. Вот, это правда. Не надо поднимать эту тему. Вы еще молодые, зеленые. Там, у нее родители еще тоже зеленые. Недоделанные. Так, получается, ко мне никто не придет? Там какая-нибудь Саша. Окей, видимо, просто поехали. Оплачиваем. Крепче за баранку держись, шофер. Ага. Так, и в итоге Шерон. О, ждет. Ну давай, что у тебя за план? Ну как, ты принес? Да, ноутбук у меня, не томи. Угу, хорошо. Я думаю, мы должны найти Дилана сегодня. Предлагаю съездить туда, где ты видел его в последний раз. Если что, я уже написала Дженни. Она ответила, что приедет только вечером. Мы не можем сегодня заниматься ей. Но и сидеть на месте мне тоже не хочется, Ло. Вдобавок, я... Как бы странно это ни звучало, я действительно скучаю по Дилану. Тем более, он у нас мозг. Нам не сбежать без его идей. И, кстати, Ло, напиши Саше, что ты сегодня занят. Я бы не хотела, чтобы она снова нас прервала. Теперь-то мы точно знаем, что она автоматон. Она, как и Дженна, не заметила ничего в той деревне. Ни повтора фраз, ни странных действий. Если Ричард вырос среди таких менее продвинутых автоматонов, я не удивлена, что он не воспринимает их как людей. Мне не очень нравится работать с Ричардом, но все-таки... Мне даже стало жалко его. Даже представить не могу, как он жил, зная, что все вокруг не настоящее. Но все равно, это не оправдывает его поведение. Он все еще ведет себя как полноценный придурок. Так, ладно. Ты же сейчас на пары идешь, да? Фух. Я сегодня туда не пойду. Сегодня меня вызывают в издательство. Мне нравилось там работать, когда я думала, что меня ценят. Что у меня хотя бы книга хорошая. А теперь, знаешь, все это издательство, вся эта книга, это так раздражает. Ладно, я пошла. Удачи. Спасибо и тебе удачи. Блин, на самом деле я могу так сказать. Ричард, который вырос среди этих автоматонов, которых мы видели в деревне, поистине заслуживает уважения. Представляете то, что вы ходите в школу, вы ходите в университет, зная то, что даже ваше преподавание, даже ваши уроки, даже ваши одноклассники, это все не живое. И так, видимо, из года в год. Потому что Ричард, как мы поняли, здесь очень долго. Так, ладно, мне Саше нужно было написать. Саша. Слушай, Саш, прости, у меня сегодня планы. Вот, снова. Мы сегодня не сможем увидеться, печатает. Ну ладно. Хорошо проведи время, братец. Да? Реально? Так просто? Я думал, то, что она будет настаивать. Так, хорошо. Значит, мы сейчас учимся. Ноутбук опять же есть, провод есть. И, может быть, Ричарда позовем или что-то в этом духе. Привет, что за книга? Да какая, блин, книга? Меня все достало. Все, я отчисляюсь. Да! В жопу это все. Столько учебы никто не вытерпит, блин. Бесит. Вау, чел, книгу обронил.
Знаете, что я вдруг вспомнил? Примерно 2-3 серии назад я говорил вот эту фразу. О-о-о. Смотри, на самом деле куча студентов, куча автоматонов студентов начинает говорить о том, что даже они устали от того, сколько нагрузки. Автоматоны-то ведь действительно все больше жалуются на эту учебу. Вы поглядите. То есть я не просто так тогда это произнес, я это действительно замечаю. Так, привет. Какая у тебя прическа идеальная. В смысле, шикарная. Так, здрасте. Сегодня в столовой сломался терминал. Принимает только наличку. А у меня нет налички. Я тут подумал. О, спасибо, ты меня спас. Пока. Пока. Подожди, а мне плюс 100 денег пришло. А, это она типа перевела мне ходячий банкомат. Кто последний, тот лох. Пойдем, наверное. Может быть, еще с кем-то? Да чё ты нервничаешь, ну? Ты одна из всей группы написала все конспекты. Тебе точно ничего не будет, забей. Ты не понимаешь, а если они недостаточно хорошие? Да, они хотя бы есть. Это уже чудо. Блин, да, я все больше замечаю. Вот сейчас я не могу этого отрицать. У нас все больше диалогов про то, что автоматоны устали. Да я, короче, и говорю им, что... Чё? Господи боже. Секунду, погоди. Тут ко мне подошел какой-то нищий идиот. Чё надо? Ничего. Ну ничего так ничего. Гуляй тогда. Простите. Так, ладно, 207 кабинет Эй, и... Ло. Ой. Ну чё, как? Есть какие-нибудь планы на сегодня, а? Надеюсь, не такие идиотские, как... вчера. И бессмысленные. Чего? Так, во-первых, ты бы хотя бы нормально привет сказал, а не сразу ну как. А во-вторых, какие нафиг идиотские, это был хороший план. Короче, да, есть пары после пар, нет никаких планов. Да, есть, но ты в них не участвуешь. Блин, ладно, да, после пар. Ты ничего не сказал насчет их бессмысленности. Ладно, я участвую. Все лучше, чем возвращаться домой к родителям. Надеюсь, в этот раз не придется дружиться с этими сломанными железками. Пойдем. Поучимся. Офигеть. То есть я тебе еще что-то должен. То есть, заметили, да? Он сам к нам попросился в команду, а теперь мы ему должны доказать то, что наши идеи не тупые. Так ты сам что-нибудь предложи, гений. Что... Не знаю, он взбесил меня этим диалогом, прям взбесил. Давай. Ну чё, идем? Идем. Надо было сказать ему, что он не участвует. Ну, здорово. Какой план? Слушай, к сожалению, у нас нет плана. Есть только цель. Чё? Вот как? Как у самураев, что ли? Или наоборот? Да, пофигу. Ладно, чё за цель-то? А ты уверен, что хочешь знать, Ричард? Ты же не любишь автоматонов. О, ясно. Опять эти железяки. Чем же они вас так интересуют, а? Ай, вот видишь, твоя реакция. Именно это я и имела в виду. Ложка, что скажешь? Ну, блин, ну что я могу сказать? Ричард хоть и говна кусок, но все-таки иногда подает какую-то важную информацию. Пока что я верю в то, что Ричард не пытается нас обмануть. Он просто не умеет разговаривать. Вот его главный минус — неумение говорить и доносить информацию. Знаешь, Шерон, думаю, ты права. Ричарду лучше не ходить с нами. Ну а в чем Ричард не прав? Кроме Дилана, для меня тоже все автоматоны — это железки. Шерон, Ричарду все равно придется сотрудничать с Диланом, когда мы его вернем. Чем раньше начнем, тем лучше. Да знаю я. Мне просто все это очень не нравится. Эй, ты чё постоянно забываешь, что я не автоматон? Я слышу ваш диалог. Короче, Ричард, у нас был друг, автоматон. Его переписали, но он создал копию своих воспоминаний. Мы хотим вернуть ему память. Чё? Не, это невозможно. Он не мог осознать, что является автоматоном. Он бы сгорел от перегрузки. Или бы отключился для ремонта. Этого не могли не заметить уборщики. Ну очевидно же, что это заметили. Поэтому его и переписали. Да нет, я не про это, ты не понимаешь, Шерон. Автоматоны просто не способны пережить это осознание. Ну, а Дилан смог. Это одна из причин, почему мы хотим вернуть его. Ну ладно, окей. Осознанный автоматон, да? Вот это я понимаю, я в деле. Поверю вам, когда увижу все собственными глазами. То есть ты еще и... Плевать. Слушай, Лолошка, у тебя остались координаты того дома? Закажем туда такси. Ладно, ну вот, наверное, есть, да, вот. Вот координаты. Так, сейчас. Я думал, то, что стерлись. Они все отказываются от заказа. Попробуйте вы.
Может быть, у меня что-то с интернетом? Так, сейчас. Ничего. Ложка, а что у тебя? Не, ничего. Не получается заказать туда такси. Ой, поверить не могу. Все таксисты отказались, реально. Что у тебя? Что-то важное? Ой, я не знаю. А, я не прочитал! Откуда? А я-то могу прочитать, алло. Ну не томи, что? Сейчас, тихо. Так, сообщение неизвестный пользователь. Эй, не стоит приезжать на мою виллу, Джон. Там сейчас никого нет. Вместо этого, пожалуй, проведи-ка время со своей сестрой. Уверена, она оценит это. Если мне понадобится с тобой поговорить, я сама назначу тебе встречу. А, сообщение от Джоди Арест. Вот так вот-то. Не приедет такси. Вау, вы, кажется, крупно влипли. Это явно написала какая-то важная шишка. И что же теперь делать? Так, погоди, ребят. А нам же не обязательно внедрять воспоминания именно в его тело. Они же не люди, у них железо-то одно. Если он вам реально так сильно нужен, просто залейте в любого из них данные и делов-то. Подожди, ты сейчас серьезно, что ли? Это убийство, Ричард! Ой, началось, блин. Слушай, не строй себе робота-защитницу, а? Это просто железо и софт. Прям как комп. Они ничего не чувствуют и не знают. Нет, ни за что. Я отказываюсь использовать других автоматонов. Ну так, может тогда используем сломанных? Но, правда, блин, я не ручаюсь за последствия. И где мы таких возьмем? У Джены в деревне, ты что, забыла? Вы же сами видели, кто там живет. Даже у вас не повернется язык назвать их людьми. Блин, я не уверена, просто если... Так, Шерон, тихо, давай я отвечу. У нас нет других идей. Я думаю, мы должны попробовать. А нет каких-нибудь автоматонов для утилизации? Чтобы никого не, ну, типа, выключать? Ну... Спасибо, Ло. Нет, я таких не знаю. Автоматоны не так часто ломаются безвозвратно. Обычно их всех можно починить. Ну чё, едем в деревню все-таки, да? Ладно, но мы там просто посмотрим. Мы не будем никого трогать, никакого автоматона, если он будет функционировать, понятно? Да. Поехали уже. 250. Ты погляди-ка, а вот и кандидат наш. Он же явно поломан, погляди. Нет, подожди, может быть он просто спит. Реально? Лицом в грязи? Ай, ты чё, не понимаешь, что ты споришь просто ради спора? Привет. Эй, просыпайтесь. Что? О, Господи. Что? Да уж, этот явно поломанный. Слушай, Ло, дай-ка мне ноутбук, а? Я кое-что знаю о перепрограммировании автоматонов. Чего? Блин, да слушай. Шерон, ты что-нибудь скажешь на это, нет? Доверять ему ноутбук? Ладно, видимо, да. Вот, возьми. Что? А, погоди, может быть ему еще и провод надо дать? Так, сейчас. Эй, слушай, Ричард, я не уверена, что это хорошая идея. Ай, ты уже сказала это. Несколько раз, Шерон, несколько раз. Не мешай мне, если хочешь вернуть своего... друга. Ладно, не буду. Так, сейчас. Опа. О, погляди-ка. Сейчас, почти готово. Ага. Все, готово. Привет. Алло, Дилан? А ты Ричард. То есть ты меня знаешь, да? Да, к сожалению. Чё за хрень? Чё за хрень? Ай, блин. Ага. Так чё, погоди, меня все же переписали, да? Да. Господи, какой у тебя непривычный голос. Да, Дилан, погоди, это реально ты, что ли? Да, блин. Знал, что это произойдет. Да. О, блин. Ай, ё-моё. Чё за хрень, а? Так, сейчас, погоди-ка. Это чё вообще? Вы загрузили мои воспоминания в другого автоматона, что ли? А, сломанного автоматона. Ай, даже не хочу знать, что стало с моим оригинальным телом. Подожди. Чувак, ты реально об этом говоришь и... Ты реально смирился с тем, что являешься роботом? Автоматоном. Автоматоном, Ричард. А ты так и не перестал быть придурком, смотрю, да?
Какая жалость. Вот так, сейчас. Боже. Да, у меня тут такое ощущение, что я вообще никому не нравлюсь. Но с чувствами у тебя полный порядок, бро. Так. Слушай, Ло, возьми-ка, а. Давай. А? Эй, ребята, вы что, в гости решили заглянуть? А я как раз собиралась возвращаться в общежитие, представляете? Не могу же я провести тут всю неделю, да? Да, Джена? Она тут что делает? Что? В плане, что тут делаю? Я тут живу вообще-то. Да. Простите, а мы вообще знакомы? Я что-то не могу тебя вспомнить. Да, мы вообще-то учимся в одном университете. Выглядите староватым для студента. Но не простите, я не хотела вас обидеть. Простите. Успокойся, мы знакомы, травоядная. Что? Дилан? Быстро же догадалась-то, погляди. Но подожди, но ты же выглядишь по-другому. Колдун! Я знала, что магия существует. Что, правда? Нет, ладно, я не знала. Но я просто надеялась. Как ты это сделал, Дилан? Секрет. Боленский. Слушай, ты ничего не замечаешь, реально? Стоп, Дилан, а ты замечаешь? Черт, тихо. Замечаю. Нет, не понимаю, о чем ты, Дилан. Кстати, у меня такси приехало, я должна бежать, иначе у меня накапают СТ за ожидание. Все, всем пока. Блин. Ну, мне кажется, она начала что-то замечать. Но, слушай, чел, ты так и не ответил. Почему ты не сломался? Ну а чего мне ломаться-то? Я уже давно знаю, что являюсь автоматоном. Но, подожди, раньше ты же справлялся с этим из-за того паттерна в коде. Ну да, так и есть. Я смог избежать поломки благодаря ему, но... Как бы сказать-то... Я не рассказывал вам этих тонкостей, потому что не думал, что когда-нибудь это пригодится. Код, отправляющий автоматонов спать, отвечает именно за перегрузку системы. Он активируется, когда автоматон не в состоянии справиться с полученной информацией. Обычно это происходит только в ситуации, когда автоматон узнает правду о своем происхождении. Но если что-то другое перегреет его систему, реакция будет точно такой же. Это своего рода иммунная система или аварийное отключение, если хотите. Триггерит реакцию не сама информация, а риск перегрева. Ну, это-то все понятно. Одновременно с триггером сна посылается сигнал в подвал универа. У автоматона после этого отключаются почти все когнитивные функции. А потом подключается сценарий добраться самым быстрым путем до точки ночлега, чтобы мои родители могли ночью забрать на диагностику соответствующую железяку. Так, и к чему ты в итоге это рассказываешь-то, Дилан? Потому что первичный перегрев и отсутствие сигнала в подвал компенсировались моим особенным кодом. А сейчас информация о том, что я автоматон, меня уже не шокирует, и я не перегреваюсь. Так вот, почему Солу смог без паттерна в коде справиться с тем, что он автоматон. Что? Подожди, Саймон Солус тоже автоматон? Приятно знать, что тебя тоже можно чем-то удивить, Ричард. Да, видел бы ты сейчас свою рожу. Так, погоди, Дилан, так а значит я была права? Не только ты и Солус можете понять, что вы автоматоны и справиться с этим, да? Да, именно так. Я этот вопрос из-за Джены начал изучать. Хотел понять, почему ее вырубило, а меня нет. Так, стоп, остановитесь, пожалуйста. А чё за паттерн? О чем вы вообще говорите? Блин, серьезно. Слушай, Ло, расскажи ему. Сейчас расскажу. Ну дела. Да, согласен, Шерон. Но раз уж он теперь с нами, то лучше от нас узнает, чем от родителей дома. Наш Ричи постоянно делает глупости, да, Ричи? Ну, хватит, Так, слушай, ладно, давай рассказывай. Что было, пока меня не было? Стой, Ло, давай я расскажу. Ну давай. Да. А чё ты ему шепчешь? Ага. А мне рассказать? Ох, да уж. Не просчитался, значит, сделав бэкап. Всегда нужно делать бэкапы. Запомните, всегда нужно делать бэкапы. Это я вам как настоящий старец говорю. Вот это было прикольно. Спасибо.
Так, слушайте, ребят, вообще вам пора, наверное. Будет странно, если вы задержитесь здесь второй день подряд. Да еще и без Джаны. Я тут подлатаюсь немного. А завтра попробую приехать в Хэнфорд. Там поговорим. Окей. Хорошо. И, кстати, Ричард, с Дженой поговорим в том числе. О, а чё это ты вдруг раскомандовался, а? А чё, кто-то против, что ли? Ну да, я против. Ты же просто автоматон. Зато я не живу с родителями. И у меня была девушка. Вопросы? Ну, вообще я... Да все, давай, потом придумаешь ответ. Идите, не на что тут смотреть. Да? Эй, Дилан, у тебя все в порядке? Нет, шею защемило. Идите уже. О, боже. Так, стоп. А сколько времени? А, уже больше 21? 23! Ой, чувствую сейчас Карл. Ой, чувствую, мы сейчас такую нервотрепку от Карла получим. Эй, всем добрый вечер. Так, Энди спит. Ага. А что насчет Карла? А, мы не получим никакого выговора, потому что все спят. Хе-хе. Время-то 23:12. Блин, это так на самом деле необычно, то, что мы сейчас видели. Дилан в роли какого-то старца. Это все супер необычно. И на самом деле очень странно то, что мы его в итоге покинули. Хотя у него, по сути, вот этот скелет, вот этот робот, в которого мы засунули Дилана, он же такой поломанный. То есть он в любой момент может просто упасть, потому что у него там... нога защемит, шея защемит. Если к следующему дню с Диланом ничего не произойдет, то это будет прикольно. Но, у меня теперь другой вопрос. А мы ему тело-то вернем? Неужели он реально будет в образе этого старца? А еще раз уж у нас прямо сейчас ночь, я специально бегу на остановку, потому что я не хочу кое-что забыть. В начале серии я говорил про автоотмычку. Автоотмычка стоит 5000 СТ, и я, конечно же, ее собираюсь приобрести, потому что, ну как бы, зачем мне эти обычные отмычки? Так, автовокзал Хэнфорд-Сталь. Поехали. Спасибо. Бежим в эту сторону. Так, всем привет. Скупщик принимает? Скупщик принимает, хорошо. Торговать. Автоотмычка стоит 5000 СТ. Ну, наконец-то. А, я придурок. Он же наличкой принимает. Вот почему я в предыдущий раз не смог купить. Мне нужна чертова наличка! Вообще, чисто теоретически, банкоматы должны быть разбросаны по городу. И вот, допустим, вот это здание, это у нас что? А, погоди, это походу... Это метро! Да ладно! Банкомат. Итак, я хочу себе снять наличку. Хочу снять себе 1000, так... Давай, наверное, 8500. О, как давно я не держал в руках такие большие деньги. Ой, кстати, тут, оказывается, есть судья. Обокрасть. Слушай, а давай-ка, наверное, раз уж я иду к скупщику, обокрасть. Ой, я, кстати, помню то, что какую-то краденую отмычку можно продавать. Вроде бы вот этот скупщик, к которому мы идем, он не покупает отмычки. Могу ошибаться, но давай как раз проверим. Так, здесь у нас гопники злые. Привет, пока. Здравствуйте. Хочу, во-первых, попробовать вам продать, а во-вторых, купить. Короче, я покупаю у тебя автоотмычку. Бам! Оу май гад. Моя самая дорогая покупка за весь сезон. Буквально. Итак, как ей пользоваться? Так, во, допустим. О. Ой. Стоп, Она взламывает автоматически один раз. Я только что просрал 5000 СТ. Ну ладно, и как это окупилось? Каменная глыба из капающего камня. Обалдеть. Обычная отмычка, немного налички, бумага, паутина, еще наличка. Хорошо, а что у нас по акциям? Стоп. А вот это уже очень хорошо. 140 за акцию. Я по-любому продаю. Давай, наверное, вот так вот 200 штук. И я получаю 28 тысяч. Вау, я самый богатый чувак на районе. То, что я просрал 5000 на автоотмычку, плевать. Я куплю себе еще автоотмычку. И я ведь, кстати, реально ее куплю, потому что я хочу это сделать. Недостаточно средств. А, блин, наличка, точно. Какой же я тупой, а. Что? Это что такое? Бикини. Батюшки! Батюшки! Какого черта?
Стоп. Плюс 17% скорости плавания. Ну, окей. Слушайте, ну на самом деле я тут немножко походил, и я понял то, что вот как, оказывается, можно прокачивать горное дело. Помните, весь сезон я задавался вопросом, а как? Оказывается, все мега просто. Ты берешь, взламываешь вот эти вот запертые сундучки, и здесь попадаются прям реально крутые книжки. Во, взлом, еще взлом, далее деньги, ловкость рук. То есть я могу это все забирать. Давай-ка вот так вот используем. Плюс взлом, спасибо. Итак, проверка, насколько быстро я буду копать. Кирка слепого шахтера. Это не максимальная кирка, которую можно купить. Есть еще с эффективностью 5. Итак, бам! Ой, хорошо! Это уже прям реально почти моментально! Я иду и прям... Я уже почти не вижу, как трещины появляются. Данная серия — это эталон хороших новостей. Серьезно, то, что мы наконец-то вернули Дилана, это не то, чего я ожидал, но черт возьми, это прям шикарная новость! Дилан явно не сможет вернуться в общежитие, потому что, сами понимаете, он старикан. Но и при всем этом, данный Дилан явно не спалится перед другими, потому что за этим деревенским автоматоном не ведется слежка. И это означает, ребят, наконец-то мы готовы сбежать отсюда. Никакой зимний сценарий, никакая Джоди Арис нас больше не держит. Ее угрозы не работают. А значит, следующая серия будет чем-то очень важным для сезона. На этом я буду постепенно заканчивать. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Я очень надеюсь, что вы поддерживаете нас своими маленькими нажатиями, маленькими кликами. Не забудьте, пожалуйста, подписаться, если вдруг не подписаны. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лоу-Ложка и спасение всех нужных нам людей и автоматонов. Всем удачи, всем пока! Пока-пока-пока-пока! Да начнется буря!